Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Северной Америке. Что мы знаем об этом материке? Судя по названию, он находится на севере, и многие знают, что там живут американцы и, возможно, индейцы, что Америку открыл Колумб, и кто-то наслышан, что там есть Ниагарский водопад и долина гейзеров Йеллоустон. И постоянно тут и там проносятся страшные торнадо. И это, возможно, не так уж и мало. Но кому интересно, а такие обязательно найдутся, узнает вместе с нами еще больше интересной информации о третьем по величине материке на планете Земля. И мы постараемся рассмотреть этот материк поподробнее. Поехали! И начнем мы по традиции с истории. Колумб Америку открыл, отважный был моряк. Но так ли это? Для европейского мира того времени возможно, да и тут есть свои тонкости. Во-первых, чисто географические. В отличие от Америки как части света, Северная и Южная Америка – материки, а открытие Колумба началось с Багамских островов в Карибском бассейне, которые материками не являются. И если говорить об открытии материковой земли, то Северная Америка была открыта чуть раньше. Английская экспедиция Джона Кабота с участием его сына Себастьяна, отправленная с целью найти северо-западный путь в страны Востока, достигла северо-восточного побережья Америки в конце мая 1498 года. Колумб в своем третьем плавании оказался у устья Оренока и открыл Южную Америку только в начале августа того же года. Во-вторых, мы не можем быть уверены в том, что современным исследователям известно обо всех плаваниях того времени. Не исключено, что обнаружатся сведения, хотя бы косвенные, об открытии материковой части Северной или Южной Америки до лета 1498 года. Да и это еще не все. Известно, что на рубеже 10-11 веков в Америку плавали викинги, а на острове Ньюфаундленд и в Гренландии существовали их поселения. Но открытие Америки не воспринималось ими как нечто принципиально отличающееся от открытия Исландии или Фарерских островов. Оно не оказало серьезного влияния ни на американских аборигенов, ни на самих викингов. К тому же сведения об этом, судя по всему, не вышли за рамки скандинавского мира, а к концу 15 века были забыты и там. Но для историков, в отличие от географов, важно не столько первопосещение той или иной территории, сколько установление контактов между открывшими и открытыми, регулярных и важных для обеих сторон. Да и понятие открыли тоже весьма щекотливый вопрос. Коренные жители Северной Америки жили себе припеваючи, и все у них было хорошо. И было бы еще лучше, если бы не вездесущие открыватели. Да, в Северной, как и в Южной Америке, до открытия жили люди, причем в немалом количестве. Северная и Южная Америка были заселены в конце ледникового периода. Сибирские племена перешли в Америку по Беринговому перешейку, так называемую Берингию, там, где сейчас Берингов пролив, и примерно за 1000 лет расселились по обоим континентам. Генетический анализ показал, что все индейцы от алеутов и эскимосов до разных племен огненной земли – близкие родственники. Очень долго старейшей археологической культурой в Новом Свете считалась открытая в 1920-30-е годы культура Кловис, которая сейчас находится на территории штата Нью-Мексико. Она возникла около 15 тысяч лет назад. Более ранние датировки, вплоть до 30 тысяч лет до нашей эры, вызывают споры. И хотя пока они отвергнуты ученым сообществом, большинством исследователей не разделяются. Европейские первооткрыватели встретили в Новом Свете разные сложно устроенные общества. От полукочевых племен охотников, рыболовов и собирателей до мощных государственных образований. В общем, назовем их индейцы. Ведь индейцы, по сути, это общее название всего коренного населения Северной и Южной Америки, жившего здесь до прихода европейцев. Племен была тьма. Некоторые нам знакомы по книгам и фильмам. Это шайены, делавары, наваха, команчи, апачи, чироки, магикане, сиу, гуроны, иракезы и множество других. И за небольшой промежуток времени они были стерты с лица земли. Так что же произошло?
На смену европейским первооткрывателям пришли испанские колонизаторы. В 1519 году Эрнандо Кортесом был организован поход, который принес завоевателям победу над землями племени майя. Это территория нынешней Мексики. Золото Нового Света привлекло и других искателей приключений. Как только слухи о богатствах Америки стали подкрепляться успехами конкистадоров в Мексике и Перу, поток переселенцев вырос. Примерно до середины 16 века туда ехали в основном потенциальные конкистадоры, то есть те, кто рассчитывал на свою шпагу, а не на плуг. Хотя хлебопашцы и ремесленники среди первых колонистов тоже имелись. И поначалу индейцы не смогли оказать европейцам серьезное сопротивление, несмотря на огромные достижения в ряде областей. Даже в самых развитых обществах не знали колеса, пороха и железа, и отдельные примеры находок железа картину не меняют. Даже бронзу индейцы использовали для изготовления украшений и церемониальных предметов, но не оружия. До прибытия конкистадоров в Центральную и Южную Америки местные жители не знали многих страшных болезней, в том числе и оспы. И неосознанно конкистадоры распространяли эту болезнь, которая уничтожила, по оценкам историков, до 90% коренного населения. А в середине 16 века на территорию нынешних Мексики и Боливии были найдены богатейшие месторождения серебра. И с этого времени их эксплуатация стала главной целью испанской короны, а сельскохозяйственное освоение захваченных земель надолго отошло на второй план. Именно тогда окончательно оформились основные черты испанской колонизации и испанского колониста. Он живет рядом с огромными богатствами и в значительной мере причастен к их эксплуатации, организует ее, обеспечивает охрану и то, что сейчас назвали бы инфраструктурой. Перед ним, как правило, не стоит проблема выживания, и он далеко не всегда готов зарабатывать на жизнь собственным трудом. Этому способствовали и широко распространенные в Испании 16 века представления о том, что ручной труд недостойное и даже местами презираемое занятие. Португальские колонисты тоже искали быстрого обогащения, но им, в отличие от испанцев, не довелось найти в своих владениях таких залежей серебра. Позже они обнаружили у себя и золото, и алмазы, но это произошло только в конце 17-го, первой трети 18 века. В 16 столетии источниками обогащения для них были заготовка ценной красной древесины, востребованной в Европе, и организация пока еще технически несовершенного, но уже прибыльного производства сахара из тростника, завезенного в Бразилию с Канарских островов. Представление о том, что собственный ручной труд неблагодарен, проявилось и здесь. Рабочей силой на кустарных производствах были, конечно же, зависимые индейцы и африканские невольники. Начало массового ввоза в Бразилию африканских рабов связано именно с разрастанием плантационного хозяйства и производства тростникового сахара, а вот хозяева именовались не иначе как сеньоры. И все это в основе совершалось под предлогом войны с язычниками, идолопоклонниками и приверженцами человеческих жертвоприношений. Но даже сейчас мир поделился на два лагеря со своими точками зрения. Первое обеляет образ конкистадора, причем последний в данном случае изображается носителем христианского миропонимания и достаточно образованным миссионером, который просвещал дикие народы, знакомя их с достижениями европейской цивилизации. А вторая точка зрения, напротив, считала конкистадоров алчными мясниками, насильниками и авантюристами, способными только на убийства и грабежи. Какую сторону выбрать вам, зависит только от вас. Но то, что по подсчетам ученых из 15 миллионов индейцев до колонизации к началу 20 века, благодаря так называемой заботе белых людей, в Северной Америке осталось всего 250 тысяч, остается фактом. И пока колонизаторы объясняли индейцам, как жить дальше, Северная Америка наносилась на карты. В 1534-1536 году экспедиция француза Картье, обойдя Ньюфаундленд с севера, увидела полуостров Лабрадор. В 1605-1607 Шамплейн нашел горы Адирандак, впоследствии им был основан город Квебек. В
В 1878-1681 руководимая Ла-Салемом, французом по национальности, экспедиция вышла к берегам реки Миссисипи. Очередной этап открытия материка относится ко второй половине 18 века. В этот период активное участие приняли российские мореплаватели. Экспедиция под руководством Беринга в 1630-х годах исследовала залив Аляски. Был найден пролив, соединяющий Евразию с Америкой, и составлена его карта. Впоследствии он был назван Беринговым. В дальнейшем большой вклад в освоение Аляски внесли российские мореплаватели Шелихов и Баранов. В 1784-1795 годах ими были исследованы ее восточные берега. Достигнув Калифорнии, Баранов основал здесь поселение Росс. В этом же направлении двигалась экспедиция Джеймса Кука. В Беринговом море около берегов Аляски произошла ее встреча с русскими моряками. Кстати, в этом плавании Куком были открыты Гавайские острова, а также заливы Принц Уильям, Кука, Бристольский и Нортон. Исследователи Северной Америки русского происхождения внесли историко-географический вклад в освоение и изучение новых территорий. Благодаря научно-исследовательским действиям первопроходцев северо-западная часть материка стала принадлежать России и впоследствии называлась Русской Америкой. И многие географические объекты открытия носят имена людей, которые открыли их миру. И 1867 год известен как период, когда Российская империя продала Аляску США. Продать, не открыть. А что же касается названия материка, то своим названием Северная Америка обязана флорентийскому мореплавателю Америго Веспуччи. Это был первый европеец, который предположил, что открытая Христофором Колумбом земля является не Ост-Индией, а совершенно новым континентом. Этот ученый, состоявший на службе сначала у испанского, а затем и у португальского монархов, совершил в качестве штурмана 3 путешествия к берегам Земли, которую впоследствии назовут Южной Америкой. Впервые же на карте слово «Америка» появилось в 1507 году, который выпустил немецкий любитель картографии, а также издатель и книготорговец Мартин Вальдемюллер. И это относилось к Южной Америке. Кстати, все страны на тот момент считались женскими, поэтому Вальдемюллер использовал женскую латинизированную форму Америго, чтобы назвать новые континенты Америкой. И со временем Северный материк тоже стал Америкой. Таким образом, Северная Америка стала материком, увековечившим имя мореплавателя Америго Веспуччи, не имеющего никакого отношения к ее открытию. И на данный момент Северная Америка занимает 3-е место по величине среди 6 материков планеты Земля и располагается на севере западного полушария. Площадь всего континента без учета близлежащих островов составляет примерно 20 миллионов 360 тысяч квадратных километров, с островами 24 миллиона 250 тысяч квадратных километров, что составляет приблизительно 14% от всей суши планеты. Материк Северная Америка омывается на юге Карибским морем, Атлантическим и Тихим океанами. На западе берега материк омывает Тихий океан, на севере побережье материка омывает Северный Ледовитый океан, а на востоке побережье континента омывается Атлантическим океаном. Протяженность континента с севера на юг составляет 7326 километров, а с запада на восток примерно 4700 километров. Северную Америку и Южную Америку разделяют Панамский перешеек, через который в начале 20-х веков был проложен судоходный Панамский канал. Полосу суши между Теуантепекским и Панамским перешейками принято называть Центральной Америкой, а на севере Северную Америку и Евразию разделяет Берингов пролив. Самой крайней северной точкой на материке является мыс Мерчисон, который является частью канадского региона Китикмеот. Самой западной точкой материка является мыс Принца Уэльского, который находится на полуострове Сьюарт на Аляске. Интересным фактом
Фактом является то, что этот мыс и крайнюю материковую точку на западе Евразии, мыс Дежнева, разделяет расстояние всего 86 километров. Крайней точкой материка на юге является мыс Марьята, который находится на полуострове Асуэро. Крайней восточной точкой континента является мыс Чарльз, который расположен на полуострове Лабрадор. А береговая линия Северной Америки сильно изрезана. На севере материка расположены омываемые водами Северного Ледовитого океана полуострова Бутия и Мелвилл. В центральной части американского сектора Северного Ледовитого океана располагается огромный канадский арктический архипелаг общей площадью 1 миллион 300 тысяч квадратных километров. Наиболее крупные его острова — это Баффинова земля, кстати, он 5-й по величине остров земного шара, Виктория, Элсмир, Банкс, Девон и многие другие. Северный Ледовитый океан вдается далеко на юг материка, большим, но мелководным Гудзоновым заливом, отделяющим на востоке полуостров Лабрадор. Гудзонов залив занимает площадь 1 миллион 230 тысяч квадратных километров, что делает его вторым по величине после Бенгальского залива. А еще у северо-западных берегов материка располагается самый большой по площади остров планеты – Гренландия. С востока Северная Америка омывается водами Атлантического океана, и береговая линия здесь сильно расчленена глубокими заливами, среди которых наиболее крупные – это залив Святого Лаврентия, Фанди, Чесапикский и Делаверский. У восточных берегов материка расположены полуострова Новая Шотландия, Кот и Гаспе. К Северной Америке относятся также острова Ньюфаундленд, Антикости, Принца Эдуарда, Кейп-Бреттон, Лонг-Айленд, Бермудские, Багамские и Антильские острова. И по всему Атлантическому побережью в узких, глубоко вдающихся в сушу бухтах наблюдаются высокие приливы. В заливе Фанди приливы достигают максимальных высот до 18 метров. Побережье Ньюфаундленда и северо-востока США отличается крутыми фьордовыми берегами. Низовья многих рек подтоплены и преобразованы в лиманы и эстуарии, а береговая линия на огромном протяжении выровнена, главным образом за счет образования береговых баров. Каких таких баров? Не тех, дорогие друзья. Бар – это песчаная подводная отмель в устье реки, образовавшаяся в результате осаждения речных и морских наносов, и крупнейший из них – береговой бар, отделяющих систему лагун и эстуариев Памлика и Албе-Марл на побережье Северной Каролины. А эстуарий – это устье реки, расширяющейся в сторону моря. У юго-восточных берегов Атлантический океан вдается в сушу крупным Мексиканским заливом, отделенным от Атлантики полуостровом Флорида и островами Центральной Америки. Этот залив вместе с расположенным южнее Карибским морем составляет часть так называемого Американского Средиземноморья. Побережье Мексиканского залива представляет собой однообразный и очень низкий песчаный берег с многочисленными косами и лагунами. С запада Северная Америка омывается водами Тихого океана. В северной части океан образует большое краевое Берингово море, омывающее западные берега Аляски. В умеренных широтах Тихоокеанские берега Северной Америки сильно расчленены и образуют фьордовый тип берегов. Крупнейший залив Кука глубоко вдается в сушу у берегов Аляски. К Северной Америке относятся острова Кадьяк, Королевы Шарлотты, Ванкувер, а также архипелаг Александра. В южной части длинный и узкий Калифорнийский залив отделяет полуостров Калифорнию. А мы переходим к рельефу. Рельеф континента довольно сложен. Северная Америка расположена на североамериканской и карибской литосферной плите. Возвышенности занимают третью часть материка. Они соседствуют с горами Апалачи на востоке, а на западе с кордильерами. Магматические породы на севере образуют канадский щит, большую часть которого занимает Лаврентийская возвышенность. На этой территории расположились Великие и Центральные равнины. Величайшую горную систему представляет цепь кордильер. Высочайшей вершиной кордильер Северной Америки является гора Денали, до недавнего времени известная как пик МакКинли, высота которого 6190 метров. И кордильеры оканчиваются в Южной Америке. В хребтах кордильер продолжают формироваться
разломы. Из-за этого происходят землетрясения и извержения вулканов. И самыми большими вулканами являются Попокатепетль и Ариваса. И Попокатепетль, мексиканский вулкан, в переводе с языка ацтеков звучит как дымящийся холм. Мексиканцы для простоты используют другое название, просто Попа. И вулкан Попокатепетль второй по высоте вулкан в Мексике. И он довольно-таки неспокоен. И главное, чтобы вулкан Попа не сделал попу. Вулкан окружен крупными мексиканскими городами. На секундочку, 10-миллионник Мехико в 70 километрах. И это еще не все. Вулкан Йеллоустон – это один из самых крупных вулканов на нашей планете. Ученые присвоили ему статус супервулкана. Расположен он в национальном парке Йеллоустон в США в штате Вайоминг. Известность вулкан получил благодаря своим по-настоящему огромным размерам. Во время его последнего извержения, правда это было давным-давно, верхняя часть вулкана в буквальном смысле провалилась в недра земли, образовав при этом огромную дыру, или так называемый кальдер Йеллоустон, диаметр которого составил 55 на 72 километра, а площадь 4000 квадратных километров. Кроме того, отличительной чертой Йеллоустонского вулкана является его расположение. Он находится прямо в центре североамериканской плиты, а не на границе тектонических плит, как Эверест, например, или многие другие. Пока трудно предположить дату следующего извержения Йеллоустона, но информация от сейсмологов Геологической службы США вызывает все большую тревогу. Начиная с 80-х годов ученые начали фиксировать подземные толчки средней магнитудой 3 балла. Слухи это или факты, и когда произойдет, никто не узнает, пока не произойдет. И изменить это человечество не в силах. А мы двигаемся дальше. Отметим скалистые горы. Они расположены в восточной, наиболее удаленной от океана части Кордильер, резко поднимаясь с востока над великими равнинами. Горы тянутся на 3200 километров с севера на юг, от северной границы канадской провинции Британская Колумбия до штата Нью-Мексико на юго-западе США. Ширина изменяется от 110 до 480 километров. Скалистые горы включают около 100 отдельных хребтов, и гора Робсон – самая высокая вершина канадских скалистых гор. Самые крупные межгорные равнины – Юкон, Фрейзер, Колумбия, Большой бассейн, Колорадо, Северная Месса, Центральная Месса. Наибольшая по площади плоскогорья – Большой бассейн. В целом, эта территория шириной до 800 километров представляет чередование горных и равнинных поверхностей с преобладанием последних. Поверхность плоскогорья приподнята в среднем на 1500 метров, но колебания высот очень велики. Между хребтами лежат глубокие впадины, бальсоны, замкнутые и полузамкнутые котловины, являющиеся областями внутреннего стока. Одна из них – долина смерти, межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и большого бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В долине расположена самая низкая точка Северной Америки – минус 85 метров. Долина смерти известна как одно из самых жарких мест на планете и самое засушливое место в Северной Америке. Осадки составляют около 5 мм в год. Средняя максимальная температура в июле достигает 46. Мировой рекорд наивысшей температуры воздуха в 56 градусов был зарегистрирован 10 июля 1913 года. Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, но некоторыми метеорологами оспаривается достоверность этих данных. И последняя наивысшая температура была зафиксирована летом 2021 года и составила 54 градуса. Один из уникальных уголков мира – плато Колорадо. По геологическому строению поверхность плато представляет собой холмистую равнину с отдельными платообразными вершинами и столообразными горами. Достопримечательность плато – Большой каньон, сформировавшийся в среднем течении реки Колорадо. Его глубина до 1800 метров, при ширине на уровне плато от 8 до 25 километров, на уровне дна до 1 километра. Для него характерны отвесные склоны причудливой формы, возникшие в результате процесса выветривания и эрозиона
гравитационного разрушения. Узкое извилистое русло врезано в кристаллическое основание. Кроме того, что в формировании рельефа принимал активное участие ветер, также этим занимались подземные воды. Если Большой каньон был образован рекой Колорадо и ветром, то, например, Мамонтова пещера создана подземными водами. Эта карстовая пещерная система, самая длинная пещера в мире, образовалась в пласте известняка под хребтом Флинт в западных предгорьях Апалачии. Длина исследованной части пещерной системы 676 километров. В обследованной части насчитывается 225 подземных проходов, около 20 больших залов и более 20 глубоких шахт. А как образовалась столовая гора в США Devil's Tower, она же Башня Дьявола, для многих остается загадкой. Большинство ученых склонны к гипотезе, что это монолит вулканического происхождения и образовалась из магматического расплава, который поднялся из глубин Земли и застыл в виде колонны. Гора Дьявола имеет высоту примерно 400 метров, диаметр основания 300 метров, диаметр вершины 80, и возможно это так, но не меньшее количество людей склонны полагать, что это никакая не гора, а пень. Да-да, именно пень гигантского дерева. И не нужно много воображения, чтобы это не заметить. И строение горы очень похоже на строение растения, которое состоит из множества шестигранников. Возможно, это и так. Сколько людей, столько и мнений. И думаю, найдутся пытливые умы, которые все-таки найдут ответы на эти вопросы. А если все-таки деревья? Одно жаль, что до нашего времени такие деревья не дожили. Хотя в Северной Америке есть деревья-великаны, пусть и не такого размера, о которых мы поговорим попозже. А мы переходим от сверхъестественных к более приземленным вещам, скорее приводненным. Давайте поговорим о внутренних водах Северной Америки. Из-за разнообразного климата и рельефа реки и озера распределены по территории Северной Америки неравномерно. Их бассейнами являются Тихий, Атлантический и Северный Ледовитый океан. Питание у водоемов снеговое, ледниковое, грунтовое и дождевое. Самой крупной рекой является Миссисипи протяженностью 3734 километра. Она делит США на неравные части – западную и восточную. Люди, живущие по ее берегам, часто находятся под угрозой наводнения из-за слияния реки с Огайо. Та разливается благодаря таянию снегов в горах Апалачи. Еще одной мощной рекой является Миссури. Ее длина составляет 3767 километров. Миссури считается притоком Миссисипи и существенно влияет на главную реку США. Она насчитывает более 95 притоков, которые протекают с запада на восток. На северо-западе Северной Америки протекает река Юкон, длина которой составляет 3185 километров и делит Аляску почти пополам. Реки были. Как насчет водопадов? Самым высоким в Северной Америке водопадом является Джеймс Брюс. По этому показателю он является 9-м в мире. Не все знают, в честь кого был назван этот водопад. А это шотландский путешественник, который прославился тем, что смог добраться до истоков Голубого Нила. Что касается водопада, его имени, то он находится в канадской провинции Британская Колумбия. И высота его 840 метров. Также одним из самых высоких на материке Северная Америка водопадов является Йосемитский водопад, расположенный в Калифорнии, в одноименном национальном парке в горах Сьерра-Невада. Водопад состоит из 3 каскадов, общей высотой 739 метров. Ну и конечно же самым известным водопадом США является Ниагарский водопад. С высоты 55 метров в озеро не спадает этот гром воды. Так переводится название водопада. Он не входит в число самых высоких водопадов, но то, что он мощный, это факт. Около 6000 кубометров воды, совокупный объем, проходящий через водопад в секунду. Состоит Ниагарский водопад из нескольких водопадов: американского водопада, водопада Подкова и водопада Фата.
А вот с озерами в Северной Америке куда интереснее. Великие озера Северной Америки – уникальная природная система, состоящая из 5 крупных озер, соединенных друг с другом реками и проливами. Великие озера находятся на территории 2 государств – Канады и Соединенных Штатов. Они относятся к бассейну Атлантического океана, а занимаемая площадь составляет 245 тысяч квадратных километров при объеме воды 22 671 кубический километр. Эта водная система включает в себя 5 основных пресноводных озер. Это озеро Верхнее, озеро Гурон, озеро Мичиган, озеро Эри и озеро Онтарио и многочисленные озера поменьше. По размерам занимаемой площади Великие озера превосходят даже озеро Байкал. Но несмотря на это, Байкал вмещает в себя куда большее количество воды, что говорит о небольшой глубине Великих озер. И о них нужно будет обязательно поговорить в отдельном выпуске. Также отметим озеро Лесное в штате Миннесота, Большое соленое озеро в штате Юта, Илиамна, расположенное на Аляске, Оахе на реке Миссури и Окичобе в штате Флорида. Ну и самое время поговорить о климате. Разнообразие климата материка зависит от его положения в разных широтах. Северная Америка расположена во всех климатических поясах, кроме экваториального. И важным климатообразующим фактором еще является рельеф материка. Меридионально расположенные крупные горные системы способствуют проникновению холодного арктического воздуха далеко на юг и тропических воздушных масс на север. Так как Северная Америка достаточно широкий континент, во внутренних частях материка формируется континентальный климат. Конечно же, на климат оказывают влияние океанические течения. Холодная лабрадорская и калифорнийская понижают температуру летом, а теплые Гольфстрим и северо-тихоокеанская повышают температуру зимой и увеличивают количество осадков. Однако высокие горы на западе затрудняют проникновение воздушных масс Тихого океана. География Северной Америки довольно-таки обширна и включает в себя 6 климатических поясов. Арктический, который располагается на части канадского архипелага и северном побережье. И отличительная особенность – это преобладание низких температур от плюс 5 летом и до минус 40 зимой. Субарктический, южнее арктического, климат которого близок к арктическому, но более мягок за счет циркуляции муссонов. Лето влажное и холодное. Умеренный пояс занимает основную часть материка, и из-за большой протяженности этого пояса климатическое проявление в разных его локациях имеет свои особенности. Условно этот пояс разделяют на области морского, умеренно-континентального и континентального климата. Морской тип характерен для западных склонов Кордильер и Тихоокеанского побережья. Погода практически однородна в течение всего года. Теплые зимы и прохладное лето. На западном побережье преобладает умеренно-континентальный климат, для которого свойственны более холодные зимы. Лето не жаркое. Центральную часть зоны умеренного пояса занимает континентальный тип климата, и главное его свойство – это ощутимые температурные различия между летом и зимой. Субтропический пояс присутствует в южной части Северной Америки. Зимы в этой области влажные и теплые, лето жаркое, а тропический пояс находится между Мексиканским заливом и Тихим океаном. В течение года здесь преобладают высокие температуры. Есть области пустынного и влажного тропического климата. В субэкваториальном специфика в том, что он расположен близко к экватору, на восточном побережье и части юга материка. Для этой климатической зоны характерна жаркая и влажная погода в течение всего года. С размеренной погодой в поясах мы разобрались. Пора разобраться с аномальными явлениями. Кто слышал о таком атмосферном явлении, как торнадо? Я думаю, все. И именно материк Северная Америка на данный момент лидер по количеству ураганов и торнадо на планете Земля. И все это из-за того же для них крайне подходящего рельефа и погодных условий Америки. Для того, чтобы сформировать этот мощный вихрь, необходимы совершенно особые
суровые погодные условия. Для этого требуется столкновение двух потоков воздуха – холодного и теплого. Подходящие для этого условия создаются в теплых широтах при условии наличия крупных равнин, на которых потоки воздуха разгоняются, не встречая препятствий, и горы по сторонам еще более усиливают этот процесс. Оптимальные условия для формирования торнадо возникают во время гроз, когда выпадают обильные осадки. Сильные дождевые потоки могут скрыть от глаз процесс формирования воронки. Тогда торнадо становится еще более опасным явлением, потому как появляется совершенно неожиданно. Давление наверху и внизу смерча сильно разнится. Именно по этой причине вещи, попавшие в эпицентр, просто разрывает на части. Смерчи и торнадо возникают из-за встречи теплого, влажного и холодного сухого воздуха. Когда они сталкиваются, начинается активное выделение тепла. Разогретые потоки воздуха стремятся вверх, образуется большая разреженная область. В разреженную атмосферу внутри торнадо начинают затягиваться внешние объекты вместе с теплым и холодным воздухом. Постепенно формируется своеобразная воронка. В данной воронке воздух движется на огромных скоростях. Он может развить скорость до 1300 км в час. Как правило, сами торнадо движутся на скорости примерно 60 км в час. Однако некоторые гиганты прошлого передвигались со скоростью до 500 км в час. Формы и размеры бедствия также не одинаковы. Самые часто встречающиеся вихри изгибаются в форме кнута. Иногда могут выглядеть как неровные пышные облака над земной поверхностью. Последние состоят не из одного, а из нескольких вихрей одновременно. Один раз был замечен ураган, состоявший из 8 воронок одновременно. А когда извергаются вулканы, можно встретить огненные вихри. Они крайне опасны и разносят пожары еще на несколько километров вокруг эпицентра. Обо всем об этом вы можете посмотреть отдельное видео на канале. И от таких страшных явлений предлагаю окунуться в более спокойные и приятные вещи. И наш разговор пойдет о флоре и фауне. Растения Северной Америки очень разнообразны. Разнородность флоры обусловлена географическим положением материка. Как мы уже знаем, здесь проходит несколько природно-климатических зон. Все основные биомы планеты представлены в разнообразии растительного мира Америки, от арктических тундр на севере до пустынь на юго-востоке, а также пастбищ, водно-болотных угодий и различных лесных биомов между ними. На севере, немного южнее Ледовитого океана, тундра. Ниже раскинулась тайга, за ней простирается прерия. Есть здесь пустыни, полупустыни, лесостепи и степи. Соответственно расположению природных зон распределен растительный мир Северной Америки. Берега Северного Ледовитого океана – место вечной мерзлоты. Здесь царствуют вечные льды. Немного южнее начинается тундра. Для климата последней зоны характерны холодные ветра и мерзлая почва, поэтому здесь ничего не растет, кроме мхов и лишайников. Лишь немного южнее, в районе Аляски, можно встретить небогатую растительность, невысокую траву, кустарники и карликовые деревья. Это камнеломка, толокнянка, клюква, брусника, ползучий вереск, багульник, березы, арктические ивы и ольха. Там, где тундра переходит в зону лесотундры, попадается лиственница и ель. Богаты растительностью густые леса тайги. Эта зона получила название бореальный лес. А кто сталкивается впервые с этим словом, здесь все просто. Boreal с латинского означает северный. Кто-то слышал о северном ветре Борея. Так что бореальные леса — это попросту леса дальше 60 градуса южной или северной широты. Состоят они, как правило, из хвойных деревьев, лиственницы, ели и сосны. А кто подогадливее уже смекнул, что это самая обычная тайга. Ученые же не могут успокоиться, пока для чего-нибудь не появится общий международный термин. Широкая полоса лесов простирается от Тихого до Атлантического океана и занимает около 4000 километров. Среди деревьев встречаются эндемики Северной Америки, то есть растения, характерные
характерные только для этой части суши. По количеству разновидностей хвойных пород деревьев, кстати, материк опережает Евразию, а особенно выделяется в этом плане Канада. Она располагает 30% от общего числа бореальных лесов. Редкими хвойными породами богата восточная часть Северной Америки – Гудзоновская тайга. Здесь растут мощные деревья, которые больше нигде не встречаются. Американская лиственница, сосна Банкса, белая ель, ситхинская ель, дугласова пихта, западный хемлок, кипарисовик, гигантская туя, одноцветная пихта, желтая и сахарные сосны. Стоит заметить, что для Северной Америки свойственно меридианное деление на зоны. Если на севере четко прослеживается параллельное деление, то южнее зоны разделяются по меридианам. Постепенно хвойные насаждения сменяются смешанными и широколиственными, которые занимают большую часть материка. Здесь растут белые и черные дубы, ясень, тюльпанное дерево, разные виды берез, клены, американский бук и символ Канады – сахарный или канадский клен. В лиственных лесах много кустарников и трав. На востоке материка частично сохранились так называемые апалачские леса, которые славились реликтовыми растениями. В большом количестве здесь растут разные виды дубов, каштан, бук, ясень, липа, вяз и платан. Со временем большую часть апалачского леса вырубили. Некоторые виды редких растений навсегда пропали и перестали расти. Из лиственных деревьев характерные для Америки являются бальзамический тополь, осина и бумажная береза. На западе лесные массивы постепенно сменяются прериями. Климат прерий очень сухой, поэтому деревья здесь в основном не растут. Основными представителями этой части материка являются высокие травы, злаки высотой до 1,5 метров. Климат прерий прекрасно подходит к кактусам и юкке. В Восточной Мексике и Флориде находится зона саванны с разбросанными кое-где лиственными деревьями, в числе которых встречается каштан, орех и дуб. А климат южной части теплый и влажный, поэтому здесь растут пальмы, древовидные папоротники, вечно зеленые дубы и кипарисы. Южная часть Флориды славится тропическими лесами с мангровыми зарослями. На юге Мексики преобладает тропический климат. Здесь растут пальмы, каучуковые и оливковые деревья, бамбук, махагони, сидрелла, кампешевое дерево, авокадо, черемоя, сапоте, гуаява, мамей и манго. Среди цветущих растений распространена орхидея. В Мексике также растут различные сорта лиан, цветковые растения, травы и кустарники. Пустыни и полупустыни занимают южную и западную часть материка. Это пустынные районы Южной Калифорнии, Аризоны, Мексики и западного Техаса. Субтропические пустыни достаточно богаты растительным миром. Это колючие, ветвящиеся кустарники и деревца с видоизмененными листьями. Это терн, агава, огромное количество семейства кактусовых и других суккулентов. Разнообразных видов кактусов здесь насчитывается около 700 видов. Самый маленький из них высотой 2 сантиметра, а гигантские экземпляры достигают 20 метров. Вместо листьев у большинства кактусов иголки или колючки. В Северной Америке много флоры, не встречающейся на других материках. И самым уникальным деревом, которое растет на материке, является секвойя. Высота дерева достигает 110 метров, ширина ствола около 5 метров, масса деревьев 2500 тонн. Секвойя долгожитель. Эти деревья живут до 2000 лет. А животный мир большей частью Северной Америки сходен с фауной Евразии. Объясняется данное сходство давними связями Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки. Там, где теперь находится Берингов пролив, когда-то была суша, являвшаяся центром образования различных видов животных. Оттуда они расселились по материкам северного полушария. Фауна Гренландии и канадского арктического архипелага, пребывающих в зоне арктических пустынь, имеет очень скудную фауну. Арктические острова и тундра – место обитания мускусного овцебыка. Очень распространены по тундре и лесной зоне американские северные олени – карибу. Благодаря длинной и плотной шерсти карибу не боятся холодов. Зимовка этих животных проходит в тайге, но как только наступает весна, карибу возвращается в тундру или лес. Побережье Северной Америки и зоны льдов – это ареал белого медведя.
Соседствуют с этими животными полярные волки с лисами. Дополнением к видовому набору фауны Северной Америки являются мыши-полевки, лемминги и зайцы и беляки. В тундре зимовку проводят куропатки. Здесь также прижились перелетные птицы, белая сова, аляскинский подорожник и различные водоплавающие виды пернатых. В прибрежных холодных водах обитает полярный гренландский кит, предпочитающий поверхностную толщу воды. Соседство киту составляют белухи, нарвалы и множество тюленей с моржами. Самый крупный представитель таежной зоны – лесной бизон. Здесь водится американский лось. Раньше целыми стадами выпасались олени вапити, густогривые крупные животные. На сегодняшний день вапити и бизоны обитают исключительно в заповедных зонах. А лесная зона – удобная среда обитания многочисленных хищных животных, таких как выдры, скунсы, куницы, норки и ласки. Североамериканские крупные хищники – это бурый и американские черные медведи, росомахи, рыси и волки. В большинстве районов полностью были истреблены канадский бобер и мускусная крыса ондатра. Но законодательное ограничение охоты позволило этим ценным пушным животным снова распространиться. Мелкие грызуны представлены такими видами, как красная белка, бурундук, ну и мыши. На востоке Северной Америки, как мы уже знаем, расположилась зона смешанных и широколиственных лесов. Видовое разнообразие животного мира здесь напоминает таежную фауну. В данной зоне живут преимущественно бурые медведи, скунсы. Единственным представителем сумчатых на материке является опоссум, а скунсов выдают широкие белые полосы, пролегающие от головы к пушистому хвосту. Когда на скунса кто-то нападает, животное не убегает и не пытается спрятаться. У скунса защитная реакция – это выделение жидкости с сильным запахом. Эту жидкость вырабатывают железы зверька, расположенные возле хвоста. В широколиственных лесах водятся копытные, хищники, грызуны, насекомоядные, рукокрылые. Преимущественно они распространены в тех лесах, где человек не успел изменить условия. В таких девственных лесах живут лоси, благородные пятнистые олени, косули, лани, кабаны. В широколиственных лесах обитают такие хищники, как лисицы, волки, хорьки, ласки, горностаи. Представители грызунов данной зоны – это белки, ондатры, бобры и нутрии. В лиственных лесах обитает виргинский филин, белохвостый коршун, дикая индейка и множество других птиц. Самыми распространенными являются зяблики, жаворонки, скворцы, ласточки, синицы, мухоловки, галки, дятлы, сороки и грачи. Живут в этой зоне птицы болот – гуси, чайки, утки, журавли, цапли и кулики. А в зоне смешанных и вечнозеленых тропических лесов место обитания миссисипского аллигатора и аллигаторовой черепахи. И диковинка этой зоны – лягушка-бык. В длину эта земноводная достигает 15 сантиметров, но встречаются экземпляры и до 20 сантиметров. Представители фауны лесостепной и степной зон вынуждены были приспособиться к недостатку воды. В весенний период животные ограничивают свою активность, а в зимний период вообще находятся в анабиотическом состоянии. Грызуны, ящерицы и змеи на период зимы впадают в спячку. Крупные млекопитающие мигрируют, выбирая для зимовки районы с мягким климатом. Птицы на определенный сезон перелетают в другой регион. В североамериканской степной зоне живут луговые собачки, внешне похожие на маленьких сурков. Видовое разнообразие копытных небольшое. Много сделано для восстановления популяции бизонов. Не так давно эти животные были почти уничтожены. Не только бизонов, но и популяцию велорога, представителя семейства парнокопытных, удалось сохранить. Это животное экологически заместило антилоп, отсутствующих в новом свете. Названные велороги так потому, что имеют раздвоенные рога. Животные – отличные бегуны, развивающие скорость до 70 км в час. В быстроте бега они уступают лишь гепардам. Но гепардов там нет, а вот луговые волки-койоты обитают и охотятся стаями. В пищу койоты используют луговых собачек, зайцев, барсуков и птиц. Могут есть и падаль. Пустыни и полупустыни заселены большим количеством пресмыкающихся, грызунов и броненосцев. На месте вырубленных лесов формируются саванны. Фауна этой зоны скудная. Североамериканские саванны расположены в Мексике и Нижней Калифорнии. Этот зональный тип не так широко распространен на данном материке, в отличие от Австралии или Африки. С годами хозяйственная деятельность человека увеличивает территорию саван. Распространенными обитателями североамериканских саван являются некоторые виды копытных и пумы. Здесь
Здесь можно встретить грызунов, змей и ящериц. Под влиянием человека природа Северной Америки существенно изменилась. Хозяйственная деятельность затронула все компоненты географической оболочки – атмосферу, гидросферу, биосферу. Однако, в отличие от Африки и Южной Америки, вопросу охраны природы в странах Северной Америки, особенно в последние десятилетия, уделяется достаточно много внимания. Сформировавшиеся еще в период освоения материка представления об уникальных богатствах земель Северной Америки стали причиной небрежного к ним отношения. Это привело к истощению пахотных земель, загрязнению водоемов, вымиранию уникальных видов животных, сокращению площадей под естественной растительностью. Замена природных комплексов сельскохозяйственными и городскими ухудшила состояние атмосферы. В городах, где много автомобилей и промышленных предприятий, образуется насыщенный отравляющим паром туман, смог, который пагубно влияет на растительный и животный мир материка и ухудшает состояние здоровья людей. Распашка же земель фактически привела к уничтожению природных комплексов прерий, сокращению площади лесов. Так нетронутыми остались лишь 4% площади высокотравных прерий. Практически уничтожены реликтовые леса секвой. На 1/3 сократились территории, занятые смешанными и широколиственными лесами. В районах интенсивного земледелия стоки с полей, содержащие химикаты, вызвали загрязнение водоемов и подземных вод. Особенно большой вред природным комплексам наносит добыча полезных ископаемых, крупные месторождения которых сосредоточены на севере материка, в тундре и лесотундре, тайге. Короткое холодное лето и долгая морозная зима замедляют развитие растительности и почвенного покрова, поэтому для восстановления природных комплексов необходимо намного больше времени, чем в других районах. Обострение экологических проблем на материке подтолкнуло страны Северной Америки к активным природоохранным мероприятиям. Были приняты законы по охране и восстановлению природы, созданы и действуют государственные программы по воссозданию природных комплексов, ведется строгий учет состояния отдельных компонентов природы. Для сохранения природы на материке созданы национальные парки и заповедники, приняты законы об охране природы. Немалую долю в борьбе за экологию уделяют образованию. С младших классов детей учат необходимости бережно относиться к окружающей среде и пониманию важности этого вопроса в развитии человечества. А в высших юридических учебных заведениях обязательно включают специальный курс экологического законодательства. Хотя до полного решения всех проблем далеко, они продвинулись вперед вместе с Австралией по сравнению с другими материками. И хотелось бы, чтобы человечество со времени на всей планете научилось не только понимать, но и устранять проблемы, созданные своей жизнедеятельностью, оставив для потомков чистое небо, чистую воду и чистую землю на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.